Оп-оп-оп, а что это у нас тут? А разбор вступительных испытаний в МГУ? А где взять условия? По ссылке в описании. А что будет, если ролик наберет 1500 классов? А известное дело, в июне разберу еще один вариант. Вы, главное, напишите в комментариях, за какой год. 11-й, 12-й, 13-й или, может быть, 14-й? Да и вообще, ребята, смело задавайте вопросы. Поехали! Какое из чисел ближе к тройке? Это убойная задача под силу только абитуриентам мехмата и ВМК. Давайте попробуем формализовать условия с помощью модуля, ведь геометрически он как раз и означает расстояние между числами на координатной прямой. Находим модули разности и по всем правилам кодекса пятиклассника сравниваем дроби. 20/72 меньше, значит исходное левое число было тоже меньше, то есть 49/18 были ближе к тройке. Ответ получен и считайте, что 100 баллов в кармане. Дальше все будет легко. Найдите все значения параметра а, при которых разность между корнями уравнения x в квадрате плюс 3ax плюс а в четвертой равно нулю максимально. Ага, ну хорошо, давайте найдем дискриминант. 9а в квадрате минус 4а в четвертой. Теперь сами корни. Минус 3а плюс-минус найденный дискриминант под корешочком. И все это делить пополам. На самом деле здесь ясно, какой корень больше, а какой меньше. Но я все равно поставлю модуль, хуже не будет. Причесав все как полагается, получаем приятную положительную величину, которая совпадает с дискриминантом, взятым под корешочек. Напомню, что требуется по условию задачи. Мы хотим найти такое значение параметра а, при котором вот это вот выражение принимает наибольшее значение. Давайте обозначим а в квадрате за t и разберемся с этой задачей без использования производной. По сути, нам нужно найти такую точку, в которой f от t принимает наибольшее значение. Корешочек — функция монотонно возрастающая, а под корнем спряталась графически парабола, ветви которой направлены вниз. Значит, наибольшее значение будет достигаться в вершине параболы, если она принадлежит области определения. Абсцисс у вершины 9/8, с области определения все в порядке, так что смело делаем обратную замену и говорим, что а в квадрате равно 9/8. То есть а равно плюс-минус 3 корня из 2 на 4. Если вы что-то не поняли, смело задаете вопросы в комментариях. А если все поняли, в комментариях пишите спасибо, что так понятно объясняете, вы самый лучший. Читаем условия третьей задачи. Решите уравнение. Надеюсь, вы в свое время кликнули паузу и попытались решить задачи самостоятельно, потому что сейчас уже будет разбор. Здесь дважды используем формулу преобразования произведения синуса на косинус в сумму. Получаем синус сумма аргументов плюс синус разностью аргументов, и все это делить пополам. Справа то же самое. Синус суммы — это синус 8х, синус разности — это синус минус 6х, и все делится пополам. После преобразований получим уравнение синус 14х равен синусу 8х. По-разному его можно решать. Мы перекинем синус 8х налево и используем формулу преобразования разности синусов произведения. Ну а что делать с произведением, равным нулю, вы и так знаете. Здесь каждый из множителей определен всюду, так что либо синус 3х равен нулю, либо косинус 11х равен нулю. Получаем две простенькие серии, которые служат ответом. Вывод какой? Обязательно повторите формулы преобразования суммы в произведение и произведения в сумму для тригонометрических функций. Кстати, для тех пытливых умов, кто подумал, не пересекаются ли наши серии при каких-то целых n и k, я оставил записи черным маркером. Но это на паузе изучите. Сейчас пора взяться за 4-й номер. Решите неравенство. Тут, если вы решали от Кучука соответствующий урок, проблем не будет. Смотрите, если числитель и знаменатель вот такой вот дроби домножить на сопряженное, то есть на корень из 3 плюс корень из 2, то получается 1 делить на корень из 3 плюс корень из 2. Там разность квадратов дает в числителе единицу. Вот я показываю схожую процедуру еще раз. По сути, можно сказать, что корень из 3 плюс корень из 2 это обратное число корня из 3 минус корень из 2. Вот такая вот магия. Хорошо, кликаем Ctrl-C, Ctrl-V и приводим правое основание в подобающий вид. Ну вон, чтоб как левое выглядело. Коль скоро числа обратные, достаточно написать минус единицу в показателе степени, которую потом мы перенесем в аргумент логарифма. Но обратное число к аргументу логарифма это корень из 3 минус корень из 2. Мы уже знаем это. Отлично, основания слева и справа одинаковые и больше единицы. Значит, переходим к показателям степеней. Знак неравенства при этом сохраняется. Ну, теперь дело за малым. В правом логарифме переходим к новому основанию. Корень из 3 минус корень из 2. Вот что хочется. Подумайте, является ли такой переход равносильным? Все остальные переходы таковыми являются. За это я ручаюсь. Итак, получили то, что получили, и сделаем то, что должно. Например, замену. Левый логарифм я обозначил за t. Тогда нам предстоит решить неравенство t не меньше, чем 1
на t. Но это уже задача 8 класса. Метод интервала в помощь. Давайте только аккуратно, с помощью объединений и пересечений, запишем аналитический результат относительно t. Нам годятся такие значения t, которые не меньше минус единицы, но при этом меньше нуля. Или годятся такие t, которые больше или равны единице. Восхитительно. Делаем обратную замену. Это я сейчас просто вместо t подставил наш логарифм. Ну и давайте тут же преобразуем правые части неравенств. Числа представим в логарифмической форме. Корень из 3 минус корень из 2 в нулевой — это сколько? Единица. Ну вот и соответствующее представление нуля. С плюс-минус единичкой тоже все легко. Кстати, заметьте, сейчас наше основание, корень из 3 минус корень из 2, меньше единицы, так что при переходе соответствующем нужно будет менять знак неравенства. Первые две строки, которые были в системе, я разрешил с помощью двойного неравенства. При этом заметьте, с УДЗ все в порядке. А вот решая третье неравенство, очень важно сказать, что x больше нуля. Если вы все аккуратно решили, ответом будет служить полуинтервал от 0 до корня из 3 минус корень из 2, объединенный с еще одним полуинтервалом от единицы до корня из 3 плюс корень из 2. Кто осилил, молодец, но вопросы в комментариях в любом случае приветствуются. Ну а сейчас нашим очам предстанет планиметрия. Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. Пусть M середина отрезка AD, а N произвольная точка отрезка BC. Возьмем за точку K пересечение отрезков CM и DN, а L будет находиться на пересечении дорог MN и AC. Найдите все возможные значения площади треугольника DMK, если известно, что AD относится к BC как 3 к 2, а площадь треугольника ABL равна 4. Пауза, мой друг, жми паузу, если еще не думал над этой задачей. Что толку смотреть планиметрию с нуля? Ну, ты готов? Поехали! Итак, M середина основания AD, который я взял за 6х. Тогда M 3х, MD тоже 3х, ну а BC 4х, это просто по условию. Вот вам точка K, а вот вам точка L, а N у нас где-то на BC, но точно где мы не знаем. Площадь треугольника ABL равна 4, а от нее нужно добраться до площади треугольника DMK. Ну, вперед из песней. Смотрите, здесь как будто бы LK параллельно основаниям трапеции. Так ли это? Давайте попробуем доказать. Треугольник ALM подобен треугольнику CLN по двум углам. Вот, например, две пары накрест лежащих углов. А треугольник МКД подобен треугольнику CKN в силу тех же самых причин. Давайте же отметим сие достижение человеческой мысли. А L относится к LC точно так же, как АМ относится к NC. Но с другой стороны, длины АМ и МД совпадают, поэтому последнюю дробь мы запишем как МД относится к NC. А из второй пары треугольников это отношение совпадает с отношением МК к КЦ. Отлично, тогда по теореме о пропорциональных отрезках LK действительно параллельно основаниям трапеции. Для дальнейшего удобства я проведу высоты треугольников ALM и NLC из вершины L. Назову их H1 и H2 соответственно. Отношение H1 к H2 совпадает с коэффициентом подобия рассмотренных ранее треугольников. И это самое отношение я обозначу заморским словом magic. А дальше из параллельности LK к AD следует очень простой факт. Площадь треугольника МКД совпадает с площадью треугольника ALM. Вот я их выделяю. Основания равны? Равны. Высоты совпадают? Совпадают. Значит, треугольники равновелики. Вместо площади МКД мы будем искать площадь треугольника ALM. Но давайте начнем с известной величины. Площадь треугольника ABL4. Как вы думаете, как она соотносится с площадью треугольника BLC? У этих треугольников общая высота, проведенная из вершины B. А длина оснований AL и LC относятся как наш волшебный коэффициент Magic. Стало быть, отношение площадей здесь тоже магическое. И вот посмотрите, что из него можно извлечь. В рамочке сейчас записано. Отлично, а теперь рассмотрим отношение площадей треугольников BLC и ALM. Запишем площадь каждого из них через полупроизведение основания на высоту, проведенную к этому основанию. Через X и H1 и H2 это удается сделать без проблем, как и дальнейшее преобразование. Получилось, что рассмотренное отношение площадей магическое на 3/4. Дальше кастуем заклинание крест-накрест и получаем выражение для площади треугольника ALM. А вот теперь внимание на запись, выделенную в рамочке. Вы видите, как его использовать? Если к площади треугольника BLC применить магию, получится 4. Ну а итоговый ответ 3. То есть оказывается, площадь треугольника DMK принимает единственное фиксированное значение. Только 3 и ничего больше.
Тут уж нашей волшебной сказочке пришел конец. А кто слушал, молодец. В следующей серии мы найдем все значения параметра А, при которых вот такая вот система имеет ровно одно решение. Не переключайтесь, все волшебство впереди. Перепишем систему без ошибок и попробуем выделить всюду полные квадраты. Для этого в первом неравенстве разобьем 6А на 4А и на 2А, а после вынесем ашечку за скобки. Вот тут тогда 2А останется, ну и 28 не трогаем. Во второй строке системы 11А разбиваем на 9А и на 2А. Ну и вновь ашечку оставляем на обочине, а другие слагаемые не трогаем. Но это пока что не трогаем. Сейчас я вот выделю полные квадраты, а потом еще кое-что вынесем за скобки. В первой строке, например, минус 8. Давай, пойдем, дружок. 28, как вы поняли, я разбил на 24 и 4. А что вообще происходит? Почему именно так? А вон же во второй строке тоже y минус 3 был. Ну, мы еще там и x плюс 2 получим, вынеся минус 8 за скобки. Для этого минус 12 надо представить как минус 16 плюс 4. Ну вот, красота. Давайте полюбуемся, а потом для удобства сделаем замену t равно x плюс 2, s равно y минус 3. Переписали и очень внимательно посмотрели на полученную систему. Какую волшебную фразу нужно произнести, а? Заметим, что если t нулевое, s нулевое является решением, то s нулевое, t нулевое автоматически будет также решением. Давайте-ка подумайте, почему это так? Можете даже подставить t нулевое, s нулевое в нашу систему, а потом подставить вместо t нулевое, s нулевое, а вместо s нулевое, t нулевое поменять их местами. Получится новая система. Вот сравните эти системы и сделайте вывод. А вывод прост. Единственное решение системы возможно только если t равно s. Обратите внимание на значок следствия. Он означает, что если решение одно, то это только при t равном s. Но если t равно s, то это еще не значит, что решение будет ровно одно. Может быть, их будет вообще бесконечно много. Ну вот сейчас и разберемся, что к чему. Подставляем всюду вместо s t. В системе получится два одинаковых неравенства, так что я выпишу лишь одно из них. Если a равно нулю, то неравенство будет линейным. И сколько решений оно имеет? Бесконечно много. Такое a нам не годится. Ладно, выкидываем и берем a меньше нуля. Графически получаем параболу, ветви которой направлены вниз. А сколько решений будет иметь наше неравенство? Ну, тут в любом случае вновь бесконечно много. Такие a нам не подходят. Ну, в третий раз закидываем невод. Если а больше нуля, то ветви параболы будут направлены вверх. И вот тут-то у нас есть шанс получить единственное решение. Это когда вершинка окажется в точности на оси абсцисс. Или, что то же самое, дискриминант квадратного трехчлена будет равен нулю. Получаем уравнение, которое имеет два корня. А равно 2, а равно минус 4. Но мы какие с вами а рассматривали? Положительные. Так что возьмем только а равно 2. Итак, t равно s только при а равном 2. Но, как я уже говорил, это еще не гарантирует единственность решения. И что же делать? Давайте проверять. Подставим а равно 2 в нашу систему и просто посмотрим, сколько решений она имеет. Получилась вот такая система, и я делю обе части каждой строки пополам. А дальше все легко. Неравенство у нас одного смысла, и я предлагаю левую часть сложить с левой, правую часть сложить с правой, и, сохраняя знак неравенства, получим незатейливое следствие. То есть мы, быть может, расширим множество решений, но никак не сузим. И смотрите, как тут все хорошо. Единственная пара чисел является решением. t равно 2 и s равно 2. Не сильно наше множество решений растянулось. Подставляем найденное решение в исходную систему, убеждаемся, что оно годится, и делаем вывод, что a равное 2 служит ответом на вопрос задачи. Мои аплодисменты всем тем, кто одолел этот разбор. Ну что, беремся за стереометрию? Только без паники. В 2018 году она была очень легкая. Читаем условия. Дан прямоугольный параллелепипед с боковыми ребрами АА', ББ', ЦЦ' и ДД'Ш. На ребрах АБ, БС, СД и ДА нижнего основания отмечены соответственно точки К, Л, М и Н. Таким образом, что АК к КБ это 4 к 5, БЛ к ЛЦ относятся как 3 к 1, СМ к МД 7 к 2, ДН к НА 3 к 1. Пусть П, Q и R это центры сфер, описанных около тетрайдеров А, К, НА', БЛ, КБ', СМ, ЛЦ' соответственно. Найдите ПQ, если известно, что QR равно
равно единице, и АБ к БС относятся как числа 3 и 2. Ну как, подумали? Если готовы, начинаем. Вот прямоугольный параллелепипед, а вот 3 ключевых тетрайдера, о которых идет речь в условии. Около них описаны сферы. Центрами этих сфер будут точки P, Q, R. Сторону АБ я взял за 18х, стало быть, BC будет 12х. И тогда по условию задачи находятся все длины отрезочков в основании. Я обмолвился, что эта задача легкая. Это точно так для зрителей канала. В 139-м ролике еще до экзамена мы обсудили все ключевые идеи для этой задачи. В частности, мы уже знаем, где находится точка, равноудаленная от вершин треугольника АНК. Это середина гипотенузы НК, центр описанной окружности. Но равноудаленная точка не единственная. Посмотрите на прямую, перпендикулярную к плоскости основания, проходящая через середину гипотенузы НК. Все эти точки равноудалены от вершин треугольника, и где-то среди них есть центр описанной сферы около всей пирамидки. Он равноудален не только от точек А, Н и К, но и еще от вершинки А'. Где же этот центр сферы находится по условию точка P? Очевидно, нужно взять серединку АА' и провести из нее перпендикуляр к пунктирной прямой. Тогда из равенства треугольников отрезок АП поравняется с отрезком A'P, и это объясняет то, что нужно. Ну, с точкой P все ясно, а по аналогии определяются точки Q и R. Все три центра сферы лежат в плоскости, проходящей через середины боковых ребер параллелепипеда. Поэтому для удобства я буду рассматривать не эти точки, а их ортогональные проекции на плоскость нижнего основания, точки P', Q' и R'. Будем искать длину отрезка P', Q', зная, что Q', R' единица. Отлично, чтобы вам было удобно, я сделаю планиметрический рисунок. Вот он перед вами. Так, а теперь опустим перпендикуляры из точек P', Q' на стороны прямоугольника и определим через X все ключевые элементы. Это очень легко и не требует объяснений, но нужно кликнуть паузу и разобраться, а если что-то непонятно, смело спросить в комментариях. Все это было для того, чтобы записать длину P', Q' по теореме Пифагора, что сейчас и сделано. Точно так же из точки R' опускаем перпендикуляры на стороны прямоугольника, находим длины ключевых отрезочков через X и выражаем отрезок R', Q' по теореме Пифагора, не забывая, что по условию он равен единице. После этого уже ясно, чему равен X, а стало быть и искомая длина. P', Q' равен 1,5. Если вам показалось, что я в своем объяснении пропустил какую-нибудь неимоверно сложную деталь, но напишите в комментариях, все объясню. А коли все понятно, беремся за самый интересный номер для самых брутальных математиков. Найдите все пары чисел x, y из интервала от 0 до π пополам, при которых достигается минимум вот такого вот выражения. Только давайте сразу договоримся, друзья. Сначала нужно освежить неравенство Каши средних, поиграться с ним хотя бы полчасика на примере этой задачи. Ну а уж потом проходите, присаживайтесь, все расскажу. Начнем с предыстории. Это красавец Каши, а это его не менее красивое неравенство. Левая часть равна правой, тогда и только тогда, когда каждое из чисел А1, А2 и так далее до АН равны между собой. И это еще худо-бедно понятно абитуриентам. Вот скажем, как выглядит неравенство для двух чисел. После незатейливых преобразований спросим себя, когда левая часть равна правой, то есть нулю? Ну, очевидно, только если А1 равно А2. Но есть и более сложный, тонкий момент, который часто вызывает вопросы. В своем решении я скажу такую фразу. Левая часть достигает минимума только если в каждой группе выражений, для которых записано неравенство Каши, слагаемые равны между собой. Можно будет удивиться, как так? Вот скажем, есть сумма x плюс 2, где x не отрицательно. По неравенству Каши она не превосходит удвоенный корень из 2x. Но разве минимум x плюс 2 достигается при x равном 2? Нет, конечно, он достигается при x равном 0. Посмотрите внимательно на графики функций левой и правой частей. Почему же в нашей задаче подобное заключение с минимум можно применить? Потому что в правой части неравенства Каши получится константа. Вот, например, как здесь. И в такой ситуации верно не только то, что верхний график пересечет нижний при равенстве А и 1 на А, но и то, что при этом же равенстве левая часть будет достигать минимума. Подумайте об этом на досуге или во время первого свидания. Ну а мы приступаем к решению задачи. Итак, вот выражение, минимум которого требуется найти. Здесь же неравенство Каши средних по соседству. Обозначим за А, Б и С вот этих дробных тригонометрических монстров и заметим, что произведение А, Б на С дает 1/21. Вот это да! Кто-то специально составлял задачку именно так. Ну хорошо, кстати, 1/21 это 1/3 на 1/7 на единицу. Но это я так, на всякий случай. Так, вот тут у нас вторая степень, вот тут четвертая. И если прямо сейчас записывать неравенство Каши, то ничего
ничего путного, никаких А на Б на С мы не получим. Ну и что ж тогда делать? Все очень просто. Нужно записать неравенство Каши для второй скобки не для 2 слагаемых, а для 4. Для третьей скобки не для 2, а для 8. Чтобы всюду с учетом степеней получился бы квадратный арифметический корень. И под этим корешочком красовалось бы произведение А на Б на С. Ну а как получить искусственно 4 или 8 слагаемых, вы уже видите. Просто разбить единицу. Сейчас я трижды использую неравенство Каши для каждой скобочки отдельно. Заметьте, что его можно использовать, потому что с учетом ограничений на x и y у нас и А, и Б, и С положительные выражения. Давайте теперь преобразуем правую часть. Смотрите, вот здесь вот двойка, вот здесь 4 в квадрате, а вот тут вот 8 в четвертой. В итоге это 2 в 17. Под корешочком получим А на Б, на 1/3 в третьей, затем на С и еще на 1/7 в седьмой. С учетом того, что АБЦ это 1/21, в итоге получим дробь 2 в 17 делить на 3 в квадрате да на 7 в четвертой. Обратите внимание, что если А единица, Б 1/3, а С 1/7, то левая часть неравенства действительно поравняется с правой. Ну а теперь кастуем заклинание. Левая часть достигает минимума только если в каждой группе выражений, для которых записано неравенство Каши, слагаемые равны между собой. То есть если система А равно единице, Б равно 1/3 и С равно 1/7 имеет решение, кстати, может и не иметь, потому что А, Б и С зависят друг от дружки, то тогда при этих самых решениях достигается минимум искомого выражения. Ну и вот система, от которой зависит наш успех. Кстати, сколько здесь уравнений? 3. А сколько переменных? Не иначе как 2. Так что я схвачу только третью и вторую строки, решим полученную систему, ну а потом просто проверим, все ли в порядке с первой строкой. Сейчас на ваших глазах раскрывается синус суммы аргументов, а из второй строки мы знаем, что синус y равен корню из 2 синус x, и мы внедряем это дело в первую строку. Дальше на синус x можно поделить, он точно не 0, смотрите на наши ограничения. А во второй строке возведем обе части уравнения в квадрат, они же положительные, вновь смотрите на наши ограничения. Отлично, теперь первое уравнение не трогаем, во втором уравнении переходим с помощью основного тригонометрического тождества от синусов в квадрате к косинусам в квадрате. После чего используем формулу разность квадратов. Заметьте, что сумму корень из 2 косинус x плюс косинус y мы знаем из первой строки, так что смело ее используем. Корень из 3. Сейчас вот таким забавным жестом я показываю свое намерение сложить первую строчку со второй. В результате в правой части получается 4 делить на корень из 3. Кому это непонятно, смотрите, там же в первой строке раньше было 3 делить на корень из 3 по сути. А теперь, если вычесть из первой строки вторую, получится, что 2 косинус y равен 2 делить на корень из 3. Отсюда спокойненько находим косинус x и косинус y, а стало быть и чистенький x, чистенький y. Тут главное про ограничения не забудьте. Не забудьте еще и то, что исходная система содержала 3 уравнения. Так вот, найденное решение удовлетворяет первому уравнению, а стало быть, мы получили ответ на вопрос задачи. А подождите, а что если я осилил весь этот разбор? Ну значит ты большой, большущий молодец. Мыслите критически, занимайтесь математикой. Счастливо!